Практическое руководство по налогу на прибыль в стройке. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем одну из ключевых тем для застройщиков – налог на прибыль в строительстве. Это важная тема, ведь ошибки в налогообложении могут стоить компании больших денег. Что такое налог на прибыль? Как учитывать расходы? Что делать, если объект строится для себя, для продажи или для инвестора? Мы разберем все это простым и понятным языком. Так что оставайтесь с нами, будет полезно. Прежде чем углубляться в детали, определимся с основными понятиями. Первое, что нам нужно понять, это разница между основным средством и другим имуществом. Основное средство – это имущество, которое используется в бизнесе, например, оборудование или производственное помещение. Оно должно стоить более 100 тысяч рублей. Стоимость основного средства складывается из всех затрат на его создание, включая материалы, зарплату рабочим и другие расходы. Если ваше имущество дешевле 100 тысяч рублей, например, инструменты приспособлений или инвентарь, его считают частью материально-производственных запасов. Стоимость таких вещей учитывается как обычные расходы на строительство. Когда компания строит объект, она несет затраты, но не все затраты учитываются одинаково. Если объект строится для собственного использования, его стоимость включается в основные средства. Если для продажи, это готовая продукция. А если строительство ведется для инвестора, тут все зависит от формы сотрудничества. Ключевой момент, какие затраты включаются в стоимость объекта. Для готовой продукции только прямые затраты. Для прочего имущества все затраты. Интересный случай, что делать, если объект изначально строился для продажи, но позже было решено использовать его в производственных целях. В такой ситуации первоначальная стоимость объекта определяется по правилам учета готовой продукции, то есть учитываются только прямые расходы. Если застройщик строит объект своими силами, то стоимость объекта складывается из стоимости материалов, зарплаты сотрудникам и страховых взносов, а также других расходов. Это все учитывается при формировании стоимости объекта. Если застройщик привлекает подрядчика, то к стоимости объекта добавляется стоимость работ подрядчика. Это важно учитывать при формировании итоговой цены объекта. Если объект построен для продажи, его стоимость учитывается как себестоимость готовой продукции. Если же объект начинает использовать в собственной деятельности, его стоимость определяется по правилам учета готовой продукции. Иногда бывает так, что объект сначала строился для продажи, но потом решили использовать его в собственном бизнесе. В таком случае первоначальная стоимость объекта определяется по правилам учета готовой продукции. Это значит, что учитываются только прямые расходы. Итак, мы рассмотрели основы учета объектов строительства собственными силами застройщика и расходов, связанных с ними. Если же строительство ведется для инвестора, учет зависит от того, кто выполняет работы. Если застройщик строит сам, он одновременно выступает как подрядчик. В этом случае его доходы и расходы рассчитываются по тем же принципам, что и у подрядной организации. Если работы выполняет подрядчик, застройщик лишь организует процесс и получает вознаграждение за услуги. Средства, поступившие от инвестора, не считаются доходом, если они предназначены исключительно на строительство. Но очень важно вести раздельный учет поступлений и расходов. Как признаются доходы? Если застройщик получает фиксированное вознаграждение, доход признается в моменте передачи объекта или по этапам. Если работаете по кассовому методу, то в момент получения оплаты. Как учитывать экономию? Если по итогам строительства осталось неиспользованное финансирование, оно не включается в доходы, если возвращается инвестору. Застройщик может сократить свои доходы на сумму расходов, связанных с услугами для инвестора. Сюда входят материалы, амортизация, зарплата и страховые взносы. Эти расходы учитываются по-разному в зависимости от метода учета. Кассовым методом момент оплаты, а методом начисления, когда работы завершены. Если строительство длится несколько лет, важно учитывать два момента: как признаются доходы и расходы, и есть ли в договоре этапы. При кассовом методе доходы считаются, когда приходят деньги, а расходы, когда их реально понесли. А вот при методе начисления доходы распределяются равномерно, если этапы в договоре не указаны. А что, если убытки? А если денег, выделенных инвестором на проект, не хватает и расходы превышают финансирование, это не считается убытком для налогообложения. Убыток в этой сумме для цели налогообложения прибыли
признать нельзя. Убыток – это отрицательная разница между доходами и расходами. Поскольку целевое финансирование в доходах и расходах не учитывается, перерасход убытком не признают. Итак, коротко о главном. Налог на прибыль в строительстве – это целая история. Цель постройки и способы работы решают многое. Прямые и косвенные расходы как ингредиенты в рецепте успеха. С инвесторами будьте аккуратны, а в долгосроке все точно фиксируйте, иначе налоговая вас не похвалит. Остались вопросы? Жду в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорой встречи!